А сейчас ты узнаешь, кто обитает в лесу и почему паранормальное всегда снято в таком хреновом качестве. Идя ночью по лесу, услышав треск веток и страшный хрип, увидя перед собой ужасное существо с горящими глазами, я бы не остановился и не начал бы его рассматривать, думая, а существует ли это с научной точки зрения? Совсем нет. Я бы очень быстро убежал домой, укутался в одеяло и никогда больше не снимал бы Top Secret. Но на самом деле все так и было. На самом деле нет. Меня зовут Топа, и в сегодняшнем выпуске мы разберемся в том, чего вы так долго просили. Рейк или Человек-грабли. Существо, о котором вам хочется узнать побольше, ведь оно вас пугает, судя по комментариям. Я часто отнекивался и говорил, что это выдумка и недостойно внимания. И это была моя ошибка. Видимо, я не до конца ознакомился со всеми доступными материалами. И это было непросто, скажу я вам. Рейк, поиск в Google. Википедия говорит, что рейк – это плата за игру в покер, которую берет организатор за каждую сдачу за игровым столом. Это, конечно, страшно, но я не думаю, что это то, что мы ищем. Ну что ж, поехали дальше. Рейк видео. Комедийный сериал 2014 года. Рейк, а ты точно известный? А то перед ребятами как неудобно выходит. Ах да, нашел! Сайты с паранормальщиной. Нужно было сразу туда заходить. Как же я не догадался-то. Рейк, что в переводе означает грабли. Тощее существо с горящими глазами и длинными когтями. Судя по материалам, это существо следит за тобой, пока ты спишь, и убивает тебя, когда ты просыпаешься. Свидетельства были найдены в 2003 году, 1964 и даже в 1691 году в судовом журнале. Существует ли он на самом деле? Сегодня мы попробуем это выяснить. Но это будет очень непросто, ведь материалов почти нет. Власти очень старательно все скрывают. Власти все скрывают. Информации совсем нет. Да это же развод для лохов. У них всегда власти все скрывают, только проблема в том, что у них ни хрена не получается. Компьютерные игры, истории про рейка в каждом паблике, фотоматериалы, видеоматериалы. И единственное, чего нет в интернете, это разоблачение рейка. И у меня возникает резонный вопрос. А может быть, это власти скрывают, что его не существует? Вот это был бы неожиданный поворот. Тупой, конечно, но неожиданный. Так почему рейк? Почему Человек-грабли? А ничего удивительного, это все заслуга интернет-пользователей. В 2005 году на сайте 4chan был придуман новый персонаж для страшных историй. И даже сохранилось его полное описание. А в 2006 году на сайте Something Awful, где, кстати, был придуман Слендер, и мгновенно на разных сайтах с паранормальщиной была опубликована та самая история под названием Рейк, которая и считается отправной точкой. Само собой, нет никаких свидетельств 2003 года или 1964, а уж тем более 1691. Это всего лишь придуманная история, но не расслабляйте булки. Это значит лишь то, что теперь все, что подходит под описание этого персонажа, будет ассоциироваться с именем Рейк. Вот и все. Вот, кстати, как пример. Недавно было 1 сентября, все отмечали, и с большой вероятностью можно было встретить в лесу забытую, пьяную, лысую девятиклассницу-анорексичку, которая с трудом ползла домой. А если это был Рейк? Вот примерно так это и работает. Но фото и видеоматериалы — это веский аргумент. Так давайте их посмотрим. Когда речь заходит о Рейке, всплывает эта фотография. Достаточно жуткая, я понимаю. И никто из вас не хотел бы встретить эту херню в лесу. Но почему именно эта фотография такая популярная? Потому что ее показали на телевидении. Thanks for watching NBC 33 News Morning. Well, you gotta see what one viewer claims his friend found at a hunting camp in Berwick. I really don't even know what that is. В 2011 году, а телевидение, как правило, говорит правду. Поэтому эта фотография всегда ассоциируется с Рейком. И к следующим новостям. Недалеко от Подольска в лесу было обнаружено ужасное чудовище с горящими глазами, которое внушает ужас всем жителям близлежащих городов. Ученые до сих пор не знают, что это такое. А далее прогноз погоды. Вы охренели мне такие новости давать? Это же просто идиотизм какой-то, жесть. Вот кто в здравом уме будет... Тихо, мы в эфире. Сказал бы человек,
который скептично к этому относится. Мне нужно было углубиться в ситуацию, что я, собственно, и сделал. Эта фотография впервые была опубликована 2 декабря 2010 года на форуме стрелков из лука. Ну согласитесь, это не самое удачное стечение обстоятельств. Вы, значит, вышли такие из лука пострелять, где здесь олени, а на вас выпрыгивает вот эта вот тварь. А у вас в руках всего лишь лук. Я, конечно, понимаю, что кто-нибудь в него и ногой попадет. Ну а кто-то ты. Я знаю, ты смотрел много фильмов, там, где Рэмбо стреляет, и голодные игры, они такие все, пау, такие, тыщ, яблочко, но ты умрешь. Ты умрешь быстро и медленно. Но в любом случае это было не так. Логотип внизу фотографии Wild Game Innovations не значит, что его туда прифотошопили. Это фирма камер наблюдения, которая вешается на дерево и делает фотографии, если что-то появляется в кадре. И этот логотип сразу прикреплен к фотографии. Это важно. Но все равно страшно потом просматривать эти фотографии и найти вот такую вот. Глаза светятся. Обосраться можно. Но человек, который писал этот пост, совершил очень большую ошибку. Он выложил еще одну фотографию с того же места, только несколько раньше. На ней изображено еще одно нечто со светящимися глазами. Твою ж мать, как же это страшно. Но вы должны понимать, что это просто такая камера так снимает в темноте. То есть, по сути, это может быть просто бомжара голый, который на четвереньках ползет к своему дому. Но нет, слишком уж эта тварь непропорциональная. Я в лесу совсем один. Я слышал какой-то шорох. Оно близко. Оно очень близко. Я его слышу. Он уже рядом. О, Господи. О, Господи. Это же милый олененок. Ладно, пора выбираться. Фух. Фух. Мне показалось, или этот олень был в джинсах? Дикая природа. Круто! Этот сайт, где была размещена фотография, до сих пор существует. Более того, существует до сих пор тот самый пост. Нам повезло, ведь если вы не знали, фотография содержит в себе данные, как и где она была сохранена, какой у нее размер и так далее. Открываем программу для просмотра этих данных, например, JPEG Snoop. Загружаем туда фотографию и смотрим, что она была сохранена через Photoshop. Проделав небольшие манипуляции в фотошопе, мы увидели, что работа по созданию этой фотографии не идеальная. Во-первых, подняв экспозицию, мы видим, что у Рейка над головой есть ореол, выдающий, что на этой фотографии был использован фильтр пластика. Нет, это не тень. Вторая фотография с этого места подтверждает это. Совершенно точно можно сказать, что это видоизмененный человек. Я, конечно, криворукий, но я попытался тем же фильтром воссоздать, как это могло быть изначально. Просто немного расширил нашего персонажа, добавил глаза и волосы. Вуаля! Возможно, все так и было. Часто вот вы через Photoshop сохраняете фотографии, если там ничего не изменяли. Ведь это какой-то маразм. К тому же размер фотографий с оленем отличается от фотографии, где есть это чудище. А значит, это... достаточно посредственная подделка. К тому же, если немного включить мозги, то можно заметить, что в новостях показали эту фотографию с таким числом съемки, а оригинал у нас отличается даже по дате. В чем смысл? Люди вообще очень жадные до хайпа, поэтому, когда эта фотография стала очень популярной, разработчики компьютерной игры Resistance 3 взяли на себя ответственность за эту постановку. Типа это был рекламный ход для пиара игры, потому что в игре есть вот такой вот персонаж, который, к слову, ни хрена не похож на нашего Рейка. Нет, это не они сделали, ведь это каких пиарщиков надо иметь, чтобы они сказали? Мне кажется, нужно задействовать блогеров, будет отличный трафик. У меня другая идея. Я здесь нарисовал график. Всем видно? Я вчера наткнулся на сайт форум стрелков из лука. Внимание, 500 пользователей. 500 реально активных пользователей. Мне кажется, они принесут хорошую прибыль нашей игре. Мне кажется, это очень хорошая идея.
Бюджет попилим. Бюджет попилим, конечно. Ну ладно, с этим вроде разобрались. Но главное впереди. Фотографию-то легко подделать, а вот видео не так-то и просто. Перерыв огромное количество видеоматериалов про Рейка, я чуть не сошел с ума. От человеческой тупости. Ой, чувак! Oh shit. Просто мужик в лесу какой-то пробежал, камера его чуть-чуть задела. Что это было? Что это было? А вы замечали, что все такие видосы сняты самыми криворукими ублюдками на самую хреновую в мире камеру? 20-кратный оптический зум, полнокадровая матрица, встроенный стабилизатор, превосходное качество съемки в темноте, встроенный прибор ночного видения, разрешение 4К Ультра HD. О да. Жаль, у меня не такая. Это 3-й сезон шоу. Пытаемся разглядеть хоть что-нибудь. В общем, неважно. Самая пугающая запись Рейка появилась за месяц до того, как вообще появилась история о Рейке. Вот это немного напрягает. Но двинемся немного дальше. Хоть все и сравнивают это существо с Рейком, я нашел оригинал записи, размещенной на YouTube. Это видео собрало 6 миллионов просмотров и называется «Падший ангел». Почему именно так? Абстрагируйтесь от Рейка, тогда этого названия даже в обиходе не было. Просто все, что подходит под описание, автоматически становится Рейком. И вы наверняка на этой сраной плохой записи даже не заметили, что на спине у этого чудища имеется 2 сломанных отростка. Поэтому и «Падший ангел», типа без крыльев. И читая комментарии на оригинале видео, на русских перезаливах, на форумах, я удивлялся все больше и больше. Почему людям так хочется быть тупыми? Мне потребовалось 2 гребаные минуты, чтобы найти оригинал этого видео. Причем, хочу заметить, в хорошем качестве. Без регистрации и СМС. И без рекламы. То есть запись была специально уменьшена, чтобы меньше всего можно было разглядеть. Разумно, очень разумно. Для дебилов как раз, чтобы схавали. Они такие... Дайте мне еще. Ну что, не получилось разглядеть его крылья? Ничего страшного, я вам покажу. Да-да, его поймали и теперь держат в зоне 51. Ладно, мне надоело. Есть целый сайт, посвященный этой постановке. Официальный сайт этой постановки. Как делали грим вот этому парню. Как снимали это видео, оригинальные записи, все, чтобы сделать правдивую пугалку. Да и вообще, это была вирусная кампания, и у них, блин, получилось. Миллионы людей до сих пор не понимают и никогда не поймут, что их очень четко развели. На сайте, кстати, вы можете найти даже мини-игру, созданную теми же разработчиками, которые снимали видео. И это все, по сути, очевидно для меня. Но без преувеличения, миллионы людей никогда не узнают правду про это видео. Они так и будут продолжать думать, что нас окружает мистика, паранормальщина и другая брехня. В этом выпуске нам даже науку не пришлось затрагивать, вы понимаете? Настолько это очевидно. Но вы просили, а мы сделали. Так что мы в итоге имеем? История, придуманная в интернете. Фотошопные фотографии. Постановочные видеозаписи. Отличный улов. Совершенно любой человек может придумать историю, которая будет популярна в интернете. Кстати, вы когда-нибудь слышали о человеке-тяпке? «1993 год. Украина. Город Первомайский. Маленькой девочке по имени Женя не спалось, и она поздно ночью вышла в огород, потому что услышала странные звуки и потому что хотела в туалет.
Присев посреди поля, она услышала, что звуки становились все громче, но эти звуки исходили совсем не от девочки. Она увидела его. Это было существо совершенно обычного размера. Оно было не толстым и не худым. Оно было никаким. Глаза были такие же, как у всех, но с одним отличием, которое девочка, к сожалению, не запомнила. Придя домой, она рассказала маме о страшном незнакомце, чьи кисти рук очень напоминали тяпки. Так и прижилось название «Человек-тяпка». Из доказательств сохранилась фотография этого существа, но самое пугающее в этом то, что его никто не фотографировал. С тех пор его никто не видел. Но после той роковой ночи девочку тоже больше никто не видел. Маму девочки тоже никто не видел. На самом деле их никогда никто не видел. А кто рассказал эту историю – большая загадка. Такое дерьмо мне ни за что не разоблачить. Я надеюсь, вы поняли, что Рейка никогда не существовала. Все видеозаписи — это монтаж или постановка, все фотографии — это просто фотошоп. Но вы не должны верить мне на слово. Если у кого-то какие сомнения, все ссылки, как всегда, в описании. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Пишите свои небылицы в комментариях, а также ставьте лук, стрелки. Только не промахнитесь. Очень легко там промахнуться. Знаете что? 2017 год. Хочется, чтобы наконец вся вот эта нечисть паранормальщина начала сниматься на нормальные камеры. Скажите, чтобы мы хоть что-то смогли рассмотреть. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Всем пока.